Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить из творога 3 разных вкусных рецепта, которые вы обязательно полюбите, и они обязательно будут в вашем меню. Меня зовут Мария Мироневич, давайте скорее готовить. Нам понадобится 300 граммов цветной капусты, я ее измельчаю с помощью терки. Вы можете использовать блендер. В капусту добавляю 2 куриных яйца, немного перемешиваю венчиком, просто для того, чтобы смешать яйца и капусту. Кстати, вы можете использовать белокочанную капусту, не обязательно цветную. Добавляю 2 столовые ложки манки твердых сортов и еще разочек перемешиваю. Добавляю 300 граммов творога. Видите, он у меня такой мягкий и очень такой сочный. Если у вас творог более сухой, добавьте 50 мл молока. Добавляю 300 граммов куриного филе. Добавляю пакетик разрыхлителя. Теперь перемешиваем все до однородного состояния. Солю по вкусу. Добавляю смесь перцев. Это тоже дело вкуса. И еще я очень люблю базилик и орегано. Их тоже добавляю немного для аромата. У меня форма для запекания объемом 1,2 литра. Добавляю чайную ложку растительного масла и хорошенечко ее смазываю. Да, силикон вроде бы не нуждается в этом деле, но я привыкла так. Это еще не все. Теперь мы посыпаем дно. Потому что когда мы перевернем и все будет готово, это станет верхушкой. Я добавляю кунжут. Вы можете не добавлять ничего или использовать семена, которые нравятся вам. Остается только наполнить нашу форму для запекания нашей супер вкусной, мега полезной и очень простой и быстрой в приготовлении запеканкой. И, кстати, так как все готовится быстро, не забудьте поставить духовку греться на 180 градусов. Вся запеканка уже находится в форме. Сейчас я немного разровняю с помощью ложки, чтобы у нас все было как нужно. И теперь с помощью рук вот таким образом, самым обычным, растрясываю, чтобы не было никаких пустот. И у нас получилась красивая, равномерно пропеченная запеканка. Отправляем ее в духовку. Наша аппетитная запеканка готова. Я 45 минут готовила на обычном режиме и еще на 5 минут включила конвекцию, чтобы она была румяной. Теперь она у меня остыла уже 10 минут. С помощью лопаточки я немного помогаю отойти. Она, в принципе, и так хорошо отходит от краев. За что я люблю силиконовые формы? За простоту. Накрываем блюдом, на котором будем подавать нашу запеканку, переворачиваем и аккуратно снимаем. Наша вкусная, красивая запеканка, видите, от нее еще идет пар, готова. Обязательно приготовьте, она вкусная, полезная, вся семья оценит. Это отличный вариант для завтрака, для обеда, для ужина и даже для перекуса. Теперь нам остается отрезать красивый кусочек нашей запеканки. Делаем это аккуратно, потому что она еще горячая. Я достаю вот такой специальной лопаточкой для торта и выпечки. Перекладываю на тарелку. Посмотрите, какая она получается нежная, очень вкусная, сочная, сытная. И, конечно, для меня самый вкусный вариант подачи с томатным соусом. Получается, ну, очень вкусно. Обязательно попробуйте. Для вкусного десерта с творогом нам понадобится полкило тыквы. Я ее уже сготовила, запарила в микроволновке. Теперь измельчаем тыкву самым простым образом с помощью картофеля мялки. Вы можете использовать блендер или любую технику, которая есть у вас. На самом деле тыква прекрасно мнется и так. Добавляем 2 столовые ложки сахара и пакетик ванильного сахара. 80 граммов масла сливочного, которое я почти растопила. Еще нам потребуется 4 куриных яйца. Теперь наша задача все перемешать до однородного состояния с помощью венчика. И еще, конечно же, необходимо, чтобы растворился сахар. Это займет около минуты. У меня 260 граммов просеянной муки. Я ее добавляю партиями. И еще я добавила туда сразу пакетик разрыхлителя 10 граммов. Вымешиваем наше тесто. Тесто готово, оно у нас получается вот такой консистенции. И теперь мы убираем его в сторонку и займемся творожной начинкой. Для начинки к 500 граммам творога добавляю 3 куриных яйца, 1 столовую ложку сахара и пакетик ванильного сахара. С помощью блендера превращаю все во вкусную творожную начинку.
Такой, казалось бы, простейший творожный крем, но посмотрите, какой он получается нежный. Это настоящее суфле. Сегодня я добавляю мак. Мака у меня 50 граммов. И я перемешиваю его ложкой, потому что если измельчать блендером, то получится не очень. Вы можете добавить сок ягод, не добавлять ничего, а добавить орехи. В общем, проявляйте вашу фантазию. У меня разъемная форма для выпечки диаметром 24 сантиметра. Низ я застелила бумагой, а бортики с помощью кисточки смазываю оставшимся у меня в баночке сливочным маслом. Отправляем тесто в нашу форму, вот так просто наливаем его. Пришло время отправить нашу вкусную начинку в тесто. Я начинаю от середины и двигаюсь к краям. От центра к краям распределяем нашу начинку. Вы только посмотрите, уже какая красота у нас с вами получилась. Теперь отправляем наш супер десерт в духовку, разогретую до 180 градусов. Прошел ровно час, и вот что я достаю из духовки. Просто посмотрите, как поднялся наш с вами пирог. Он невероятно ароматный. Все уже ждали, когда пройдет час для того, чтобы можно было его достать. Суфле готово. 15 минут нужно нашему пирогу отдохнуть для того, чтобы мы открыли форму и, конечно, отрезали вкусный, аппетитный кусочек. 10 минут прошло. Открываем форму. Аккуратно убираем ее. Посмотрите, какая получилась красота. Нежно, аккуратно отрезаем кусочек нашего вкусного, невероятно пышного пирога. Я просто обожаю это сочетание нежно любимого мной творога и вкусного ароматного тыквенного теста. Остается взять наш кусочек на лопаточку. Вы просто посмотрите, какая чудесная красота. Это просто красиво. Сочное тыквенное тесто и нежное ароматное творожное суфле. Обязательно приготовьте, ваши близкие будут в восторге. Приятного аппетита! Для следующего рецепта, который, кстати, называется у нас под кодовым именем «Райское наслаждение» или «Баунти», нам понадобится один банан. Банан я натираю на мелкой терке. Вы можете измельчить блендером или вилкой. К банану добавляем 2 яйца, столовую ложку обычного сахара и пакетик ванильного. Теперь с помощью ложки, венчика, в общем, всего, что у вас найдется из инструментария, просто перемешиваем. 15 грамм какао-порошка – это 2 чайные ложки. 2 столовые ложки кокосовой стружки. На этом этапе опять нужно просто все смешать до растворения какао. Наступила очередь творогу отправиться к нашей замечательной смеси для супер сырников. Творога у меня полкило, жирности 25%. Сразу же добавляю 2 столовые ложки кукурузного крахмала и пакетик разрыхлителя 10 граммов. Остается вымешать тесто для наших сырников. Это можно сделать с помощью ложки. Теперь нам остается просто смазать маслом форму. У меня вот такая металлическая, антипригарная. Я обычным растительным маслом смазываю каждую ячейку. Выход у нас 12 сырников или супер шоколадных кексов Баунти. Мне так нравится больше. Наполняем все ячейки нашими будущими вкусными, нежными, пышными сырниками. Маленький штрих: для того, чтобы тесто равномерно распределилось, нужно сделать вот так. Потрясти, чтобы оно распределилось по формочкам. В нашей семье очень любят кунжут, поэтому я посыпаю каждый кексик или сырник кунжутом. Вы можете использовать семечки, кокосовую стружку, вообще ничего не использовать или добавить сверху ягодок. Подключайте вашу фантазию. Все приготовления сделаны. Отправляем райское наслаждение в духовку, разогретую до 180 градусов. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Если кто-то не знает, что это сырники, я уверена, все поверят, что это шоколадные кексы. Они невероятно вкусные. 10 минут и будем вытаскивать их из формы. Пеклись они у меня полчаса. Итак, наши кексики подостыли. Для того, чтобы они хорошо отделились, я помогаю себе лопаточкой. Вуаля, достаю наш кексик или сырник, можно так сказать. Вооружаюсь ножом и разрезаю его
напополам. Это что-то невероятно нежное, ароматное, воздушное. Посмотрите, какой он вкусный. Просто супер, обязательно приготовьте этот рецепт на выходных. Порадуйте вашу семью. Я знаю, что многие дети не любят сырники, но вот такое райское наслаждение с какао, с бананом, я уверена, понравится всем. Приятного аппетита! Это действительно мои самые лучшие, самые любимые рецепты из творога. Просто творог, столько разных рецептов. Если эти рецепты вам понравились, если нравится наше видео, оцените нашу работу. Поставьте, пожалуйста, лайк. Если вдруг по каким-то причинам до сих пор не подписаны, конечно же, подписывайтесь. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, творога, ведь он очень полезный и вкусный.